Многие утверждают, что Гаага намного лучше Амстердама. Но чем? Я решила устроить честную проверку и отправилась в Гаагу. И чтобы сравнение было честным, я решила не исходить из того, какой город мне просто больше нравится. Я буду смотреть на то, что действительно важно туристу. Что здесь посмотреть, насколько удобно гулять, сколько все это стоит, какая атмосфера и, конечно, насколько город вообще интересен. Смайлики. И, конечно, пожалуй, начну я с самого очевидного, с первого впечатления. Скорее всего, большинство людей впервые столкнутся с городом на вокзале. Современный, светлый, просторный, но при этом выглядит скорее как транспортный узел большого города, чем ворота в туристическую Голландию. Людей немного, стресса и хаоса в отличие от Амстердама нет. Но, конечно, сложно сравнивать оба вокзала адекватно. Поскольку тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. В Амстердаме это исторический вокзал, а в Гааге – современный. По красоте я бы пока победителя не назначала, а вот по атмосфере и комфорту, безусловно, Гаагский вокзал – огромный плюс. С транспортом в Гааге тоже все хорошо. Трамваи, автобусы, поезда. Город отлично связан, и до нужного места обычно можно добраться довольно быстро. Буду честной, в Амстердаме туристу общественный транспорт нужен далеко не всегда. Исторический центр довольно компактный, и многие главные места спокойно можно обойти пешком. А вот с ценами на парковку в столице Нидерландов катастрофа. Цены очень высокие. В самом центре цены могут доходить до 8 евро в час. В Гааге с этим намного спокойнее. Во многих районах парковка заметно дешевле. Хотя, конечно, нужно смотреть на конкретную улицу. В некоторых местах центра цены тоже могут быть высокими. Но нам попадались и места, где мы ставили машину абсолютно бесплатно на несколько часов. Такую роскошь в Амстердаме мы ни разу не встречали. А теперь хочу проверить то, о чем обычно вообще не думаешь, выбирая город для поездки. Насколько он удобен в обычной жизни туриста. Включаю смайл-тест. Мой личный инспектор. Сейчас проверю Гаагу как инспектор. Общественные туалеты в городе есть. Причем, как это часто бывает в Нидерландах, открытых мужских туалетов заметно больше. Но главное, они бесплатные, достаточно чистые, есть туалетная бумага и можно помыть руки. Поэтому первый пункт закрыт. Гаага получает Go. Андреас, ты видел питьевые фонтанчики? Нет. Я тоже нет. Мы их специально не искали на карте, но сколько мы прошли по городу. С мусорниками все очень достойно. Их много, и выкинуть мусор, даже стеклянные бутылки, проблем точно не будет. Светофоры и пешеходные переходы – все на высшем уровне. О велодорожках в Нидерландах, смайлики, я думаю, вы все знаете. Их здесь действительно много. Впрочем, как и велосипедистов, и парковок для велосипедов. Инфраструктура развита отлично. Хотя лично мне иногда кажется, что даже чересчур. Бывает, что велодорожке отведено больше места, чем для самих пешеходов. И иногда я шла по тротуару и думала, а кто здесь главный? Лавочек в городе реально очень много, и они абсолютно разные, и везде, и удобные. Так что получает от нас Go! Для города, который я проверяла, буквально по самым обычным мелочам, результат довольно хороший. И знаете, что интересно? Именно из таких мелочей и складывается ощущение города. Если вы со мной согласны, что можно не запомнить, сколько в городе достопримечательностей, но точно запомнить, можно ли сходить в нем спокойно в туалет, набрать воды, присесть и нормально перейти дорогу, то ставьте лайк этому видео. А если еще и захайпите, я буду вам очень благодарна. Но согласитесь, удобство – это только половина дела. В конце концов, мы едем не ради туалетов и лавочек в город. Главное, что мы здесь увидим. И вот тут начинается самое интересное. Гаага совсем не похожа на те Нидерланды, которые мы привыкли видеть в Амстердаме.
У меня не было ощущения одного большого туристического центра с каналами и узкими домами. Зато город выглядел более разнообразным. Исторические здания соседствовали с современной архитектурой. Здесь дворцы, правительственные здания, широкие улицы и большие площади. Не хочу повторяться, поэтому покажу вам несколько мест, которые мне лично здесь особенно понравились и запомнились. Про историю города и некоторые его главные достопримечательности я уже рассказывала в предыдущей серии. Если интересно, ссылка прямо здесь, справа сверху. Вы видите де Пассаже, старейшую сохранившуюся торговую галерею Нидерландов. Ее открыли еще в 1885 году, причем создавали по примеру парижских пассажей, как место для довольно престижного шопинга. Но мне очень понравилось, что она до сих пор используется по своему первоначальному назначению. Здесь магазины, кафе, люди проходят не только посмотреть на красивую архитектуру, но и действительно что-то купить. И получается, на мой взгляд, довольно интересное сочетание. Почти 150 лет истории, а место продолжает жить своей обычной жизнью. Конечно, немного напоминает галерею Эммануэля Витторио II в Милане. Если не видели, ссылку оставлю выше. Да, безусловно, Миланская галерея гораздо масштабнее и богаче. А здесь заметно камернее и спокойнее. Но принцип похожий. Крытая галерея, магазины, кафе и очень красивая архитектура, ради которой сюда стоит зайти даже без особого желания что-либо купить. Эта улица мне точно запомнится. Над головой здесь висят настоящие короны. И это не случайно. Рядом находится Королевский дворец. А на самой улице огромное количество необычных магазинов, галерей и дизайнерских вещей. Глаз просто не оторвать. Я бы даже назвала ее дизайнерской улицей. Ну, это, конечно, не официальное название, но именно такой она мне запомнится. По этой улице невозможно пройти, не улыбнувшись или хотя бы не разинув рот. Вот здесь, на этой табличке написано: «Я надеюсь, что сегодня что-то великолепное произойдет с тобой». А эта коробочка, где содержимое можно взять совершенно бесплатно. И казалось бы мелочи, а из таких мелочей и сложилось мое настроение улицы. И еще одно мое наблюдение – это довольно людная улица. И как приятно, что здесь совсем не пахнет травой, в отличие от Амстердама. И дело в том, что в 2026 году Гаага расширила зоны, где на некоторых улицах запрещено употребление некоторых веществ. Классная идея, и в городе стараются ограничивать подобные явления в общественных местах. Очень поддерживаю. Мы просто не смогли пройти мимо одной необычной кондитерской. Здесь делают фирменное печенье с розами по семейному рецепту. Мы взяли кофе и попробовали его. И это тот случай, когда сначала тебя цепляет внешний вид, а потом удивляет вкус. Роза здесь не просто украшение, ее вкус действительно чувствуется, а само печенье выглядит как маленькое произведение искусства. Кстати, в парке рядом с рыночной площадью даже и на обычных фонарях тоже есть короны, и выглядит прямо как в сказке. Иногда сложно поверить, что ты идешь по улице в 21 веке по той самой земле, где сейчас действительно живет настоящий король. В Амстердаме есть классные смотровые площадки, и Гаага абсолютно ему не уступает. Например, я лично поднялась на смотровую площадку у Бинненхофа, и оттуда открывается отличный вид на город. Высота, правда, всего 28 метров, но панорама получается очень достойная. Смайлики. Хочу вам напомнить, что на канале удобно сформированы плейлисты по странам. Заходите в интересующую страну, а там города. Легко найти именно то, что вас интересует. А если какого города нет, не расстраивайтесь, пишите в комментариях. Я все читаю и, возможно, съезжу на проверку именно туда, куда хотите вы.
В Гааге очень много музеев. Здесь есть Эшер, Маврицхёйс, музей искусства, панорама места, музей скульптур. А если хочется совсем чего-то королевского, можно попасть во дворец Нордейде или королевские конюшни в дни, когда их открывают для посетителей. Но вот здесь Амстердаму, конечно, сложно бросить вызов. Музеев в столице гораздо больше. Хотя, с другой стороны, они довольно разные. И тут уже все зависит от вкуса. Кому-то интереснее часами смотреть на картины в художественной галерее, а кому-то гораздо любопытнее заглянуть во дворец или увидеть королевские кареты. По количеству музеев, безусловно, победитель Амстердам, а вот по разнообразию впечатлений я бы не стала так быстро отдавать ему победу. Сейчас вы видите Бинненхоф, исторический парламентско-правительственный комплекс Гааги. Здесь находятся обе палаты нидерландского парламента, а в знаменитой башенке у пруда работает премьер-министр. Сейчас, как вы видите, происходит здесь реконструкция этого здания. И, возможно, если вы приедете сюда, вам повезет больше. Прямо напротив него, вдоль Хоффейра, небольшого исторического пруда в центре города, во время нашего визита работал рынок. Как же было приятно прогуляться по лавочкам с местными продуктами, и как же это здорово, что здания власти не окружены огромными, недосягаемыми заборами. Безумно приятные чувства, как-то по-человечески. Конечно, я буду советовать, если попробовать из еды, то матиас. Это та самая голландская сельдь из еще не нерестившейся рыбы. Она, безусловно, есть и в Амстердаме. Но это все равно одна из тех традиционных вещей, без которых лично я уже сложно представляю поездку в Нидерланды. Matthias, yes. Если хочется чего-то локального, отправляйтесь в супермаркет. Эти кофейные леденцы – именно фишка Гааги. По ценам в супермаркете я заметила, что некоторые продукты здесь немного дороже, чем в Германии. Но есть и вполне сопоставимые по цене позиции, так что какого-то ценового шока от Гааги у вас точно не будет. В городе можно найти классные сырные магазины. Просто зайти, попробовать разные сорта и, возможно, какой-нибудь необычный вкус. Ну, а Нидерланды, ну куда ж без сыра, представить сложно. Есть и симпатичные кондитерские с кучей красивой и очень вкусной выпечки. Ну и, конечно же, множество привычных и известных нам магазинов. Вы скажете, ну это все есть и в Амстердаме. Да, есть, но отвечу честно. Без толп туристов и чувством какой-то камерности и спокойствия, отсутствием чувства, что ты в туристической ловушке, прогулка по магазинам тут доставила лично мне намного больше радости и удовольствия. Безусловно, в Амстердам многие едут именно из-за каналов. Ну, согласитесь, их там огромное количество. Гаага таким масштабом похвастаться не может. Но каналы здесь все равно есть, и по ним тоже можно прокатиться на лодочке. Но только без ощущения этого бесконечного туристического бума. А вот то, чего нет в Амстердаме, находится в Гааге буквально в 10 минутах проезда на трамвайчике. Море. Главный пляж Гааги – Схевенинген. И, кстати, один из самых посещаемых морских курортов Нидерландов. За 3 летних месяца сюда приезжает около 5 миллионов человек, так что рассчитывать на безлюдный пляж я бы точно не стала. Но уверена, любителям Амстердама в этой части Гааги точно одиноко и скучно не будет. Помимо полежать на песке и покупаться в достаточно прохладной водичке, если любите, здесь довольно много развлечений. Можно пройтись по знаменитому пирсу, подняться на колесе обозрения, прокатиться на зиплайне, заняться водными видами спорта. Летом появляются пляжные клубы, музыка, какие-то мероприятия. В общем, суета. С магазинчиками, как и с едой, тоже проблем нет.
На пирсе вдоль набережной огромное количество предложений на любой вкус. Но сразу скажу, цены здесь далеко не демократичные. Прямо, честно, по-настоящему курортно-туристические. Хотя, если подумать, оно и понятно. В Схевинген море, туристы, первая линия. За красивый вид и возможность поесть практически у воды здесь приходится доплачивать. Не стоит забывать, что это курортное место и сезон достаточно короткий, а работать и содержать все это нужно круглый год. Поэтому цены вполне соответствующие. Мы зашли в одно бистро. На минуточку, даже не в ресторан. Взяли рыбу с картошкой и по напитку. 48 евро. Но я очень рада, что мы хотя бы успели это съесть, потому что здесь еще есть одни главные хозяева курорта – чайки. И они постоянно напоминают посетителям, кто здесь вообще главный. На пляже Смайлики есть бесплатные питьевые фонтанчики. Ура! А вот туалеты платные, но внутри все чисто, все работает, все есть и постоянно убирается. Вот общественных переодевалок я не нашла. Возможно, они где-то и есть, но мне на глаза не попались. Вечером ситуация здесь абсолютно меняется. Вместо дневного шума и какой-то суеты становится тише. Загораются огни. Люди уже не спешат. Кто-то сидит в кафе, а кто-то просто гуляет вдоль моря. И на мой взгляд, именно в это время суток Схевинген становится каким-то таким очень уютным. Солнце медленно опускается прямо в море. Небо становится постепенно розовым, потом золотым. А у горизонта появляется этот невероятный огненный оттенок. Легкий ветерок, море и этот невероятный закат. И вот именно в этот момент мы поймали то самое ощущение, когда нам просто было очень хорошо, по-настоящему счастливо. И уверена, что именно такие моменты поездки запоминаются больше всего. При возвращении на парковку наша романтика закончилась. Пам-парам! Чуть больше 3 часов парковки 22 евро. Добро пожаловать в Схевинген. Смайлики, сегодня вы станете свидетелями моей новой рубрики «Последние новости». Здесь я буду рассказывать вам что-нибудь свежее именно о том городе, который мы с вами проверяем. Итак, погнали! Премьера! С 5 августа здесь из-за сильной засухи ввели ограничения на использование воды из открытых водоемов. То есть воду из каналов, прудов и других водоемов теперь нельзя использовать, например, для полива. Причем для Гааги это достаточно необычная мера, потому что раньше такого запрета здесь не вводили. Вот такая свежая новость. Казалось бы, Нидерланды – страна воды и каналов, а теперь воду приходится беречь. Ну и, конечно, жду вашей обратной связи. Оставляем ли мы такую рубрику? Хотите ли видеть ее в каждом городе, который мы проверяем? Пишите в комментариях. Думаю, смайлики, вы ждете ответа от меня на главный вопрос нашей сегодняшней пятничной встречи. Действительно ли Гаага круче Амстердама? И я уверена, что у каждого, кто посмотрел это видео, будет свой ответ. Но лично для меня моя проверка показала «да, круче». Потому что я ценю комфорт, уют, возможность спокойно гулять и не стоять в огромных очередях и не чувствовать постоянный туристический стресс. И если меня спросят, какой город я бы посоветовала для поездки, я, конечно, посоветую Гаагу. Ну а если вы все еще сомневаетесь, куда ехать именно вам, загляните в мой плейлист по Нидерландам. Там уже собрался довольно хороший выбор городов. Можно выбрать и посмотреть, какой подходит именно вам. А на этом все, смайлики. Пока-пока.